Педали на нем крутить не хочется. Всем привет! Хотим сказать про электровелосипед. В нашей мастерской был собран вот такой вот электровелосипед на базе рамы Норка и мотора Бафанг. Соответственно, здесь стоит коробочный мотор Бафанг, планетарная втулка Nexus. Вот. Владелец велосипеда самостоятельно выбрал и купил все компоненты. Роль велобазы в данном проекте была полная сборка велосипеда, начиная там с втулок, заказа компонентов, слесарная обработка рам по требованию установки мотора. Колеса были собраны оба. В целом вся концепция была придумана, собственно, Димой, и мы решили Диму напрямую спросить. Дима, так сказать, расскажи про свой велосипед. Концепция родилась давно, то есть году, наверное, в 13-14, пока сам непосредственно занимался аналогичной сферой, как и вы, то есть работал в кастом гараже на Растобайкеров. Вот, возникла идея как раз вот коллаборации корячечного мотора с планетарной втулкой на подвесе. Но как-то то финансовые активы не позволяли, то не попадались под руку нужные запчасти, потому что в раму только определенного формата можно воткнуть этот мотор. Ну вот зимой как все сложилось, и, соответственно, в производство запустили. Ну, а велосипед ты собирал вообще для чего? По городу гонять? Быстрый способ доставки себя до работы. Плюс иногда отжиг там в Битце, грубо говоря, в Коломенском. В горы он не предназначен, потому что ударная нагрузка для планетарной втулки, особенно Nexus, хоть и адаптированный под электродвигатель, это смерть очень быстрая. Ну, соответственно, так помучаем по городу. А адаптация для горного велосипеда в чем выражается? Под нагрузкой имеет возможность переключаться. И это специальный Nexus? Это новый Nexus у них пошел. Я Лехе скидывал ссылку уже на него. То есть, в принципе, как бы, ну, посмотрим в процессе обкатки, как пойдет, насколько хватит. То есть, как бы готов к тому, что втулка закончится в течение пары тысяч, но хотелось бы, конечно, побольше. То есть, основное это комьют по городу быстро и заехать в Битцочку поджить. Да. Так, ну ты выбрал Бафанг, да? А какие-то альтернативы еще были? Соотношению цены и качества нет. То есть парадокс дорогой? Есть более дешевый вариант китайского движка корячечного, аналогичного Бафангу, но он по сравнению с ним тошнит. Плюс есть некоторые познания уже непосредственно работы с прошивками этого мотора. Ну вот следующий шаг — это чип-тюнинг непосредственно контроллера, плюс физическое вмешательство. А чиповать что будешь? Физическое вмешательство в чем будет? Хочу на американский контроллер от Lunacycle, потому что они с этим моторчиком тоже развлекаются, оценили и сделали свою адаптацию контроллера. То есть есть возможность, что батарейка с 48 вольт перейдет на 72 вольта. И упираемся в слабое место мотора — система охлаждения. Перегревается. Ну, то есть нужно развлекаться с холодилкой, нужно, чтобы он все-таки мопедные скорости поддерживал, менять в редукторе шестерни с капроновых на металлические. Это опять же американцы продают. Ну, опять же, по мироощущению, то есть если я включаю самый слабый ассистент, это все-таки электровелик. Если я включаю самый большой ассистент, это все-таки ближе по ощущениям к мопеду идет, то есть с велосипедом ничего общего не получается. Слушай, скажи, пожалуйста, а батарейку ты сам делал, да? Батарейку еще один знакомый, но опять же все друг друга знаем. Мир тесен называется, товарищ, который продолжает заниматься электрооборудованием, не собирал. Исходные 54 вольта, 23 ампер-часа. Данные. Да, отдача в районе 50 ампер, но пока ограничена программно 30-очкой. Слушай, Леха говорил, что там какая-то проблема у тебя с цепью на нем уже случилась. Тянется с 0,5 до 0,75 за 100 километров. А то это есть цепь какой-то одинарный? Это Nexus, стандартная их цепь, да. Слушай, то есть какая-то нужна, наверное, цепь для e-байков, так понимаю. Вот опять же эмпирическим путем подбора. Это ездящий прототип, и первый сезон, я прекрасно понимаю, что очень много по кругу поменяется всего. Может быть, на следующий сезон выйдем как раз на требуемые данные. То есть там по расчетам, то есть со всеми модификациями, там, порядка 70-75 км в час с хорошей динамикой он должен давать. Пока максимально 57.
но очень вяло, а уверенная скорость 40-70. Много. Ну, а в целом, вот, насколько результат совпал с ожиданиями твоими? Ну, абсолютно. То есть Что планировал, то в принципе, получил. что планировал, то и получил. То есть есть определенные нюансы. То есть перетяжеленный, конечно, вес получился сзади за счет планетарной втулки. Планетарка тянет назад. Да, не очень удобно. То есть по маневренности, опять же, это уже не велик. То есть я непосредственно около себя в Строгинском парке обкатывал, смотрел. То есть ощущения сходные все-таки больше там либо с питбайком из легких детских, либо вот со старыми кроссовыми ригами есть такие, помнишь, были? Да. Но тут больше на это похоже, назовем это так. Слушай, ну а на трейл ты на нем выезжал? Пока нет. А, то есть Пока, трейл пока нет. пока обкатка порядка там 170 километров и вялая дефектовка. Мгм. Так, то есть, соответственно, слабые места, это вот получается цепь, перегрев мотора. За... Ты еще про дропаут говоришь, что слабое место, да? у него Дропауты получается? открытые, да, то есть, ну, Рохлов как бы не вариант в эту раму поставить, а рамы на осях, как правило, уже имеют такую геометрию каретки, что бафанка это уже Сложно не поставить, да. воткнуть, он будет грыжей висеть внизу. Тут и так-то получается, каретка Да. занижена достаточно основательно. Точно. Хотя не зацепил пока ни разу, Ни разу. откровенно говоря, да, то есть... Мгм. Ну, вот, опять же, ну, на основе первых вот этих вот, там, грубо говоря, 150 километров 180-й тормоз маловато, диск. Даже То есть Ну, я... электрички не просто, кстати, 200-е тормоза, Абсолютно точно. То есть есть желание перед 223 за 203 Ух. поставить в дальнейшем. И это потому, что это злая Магура 4-поршневая. И это 4-поршневая Магура, ну, как тебе сказать, опять же, все относительно. Вот мне, например, старый КДР больше нравится. Модуляция на них нулевая. Я не понимаю, что у меня на колесах происходит. Но фишка такая, что здесь должны быть тормоза с датчиком нажатия. То есть, как бы, есть там, сколько, 2-3 производителя сейчас? Есть, да, безусловно. Но смотри, тут еще один попал момент. То есть возник нюанс. Вчера уже жаловался, начал перед обзором пытаться непосредственно тормоза подцепить. Мгм. Но вот на рекуперацию этот моторчик не включается. То есть Мгм. это просто тупо получается дополнительная перестраховка и отключение мотора при нажатии тормоза. Да. Но, когда пришел комплект, и когда я прозванивал оригинальные адаптеры для тормозов, Мгм. было понимание, что контакт нормально замкнутый, то есть тормоз должен работать на размыкание. Мгм. Батарейки у меня на тот момент не было. Ну, соответственно, вот МТ-5Е заказали с нормально замкнутым контактом. Мгм. Вот, сейчас всплывает момент, на Алиэкспресс просто неправильно скомплектовал. А, вот так вот, да? Да, и, соответственно, в отсутствии, опять же, стенда для проверки невозможно было угадать. Все это лечится, нужно приобрести кабель для прошивки контроллера и просто сделать инверсию сигнала тормозов. Но это вопрос времени, опять же. Мгм. Слушай, а батареи насколько хватает? Пока не высадил, но на То есть пока на одном заряде все катаешься? Ну нет, я его подкатываю, заряжаю, приезжая домой. Но где-то максимум у меня получился порядка 70 километров. Я не ожидал. То есть думал, что на вот этом комплекте, то есть этой батарейки, получится не больше 50. Мгм. Вот. И при этом Это чисто в режиме ассиста, то есть сам ты ногами не крутил его, естественно. только на ручке. Только- а, Да, только на ручке. даже не ассист, то есть только в моторежиме исключительно на ручке обкатка идет. Понятно. То есть, опять же, слабенькое место достаточно. И шатуны под квадрат, шатуны своеобразные. Это шатуны, которые с мотором. идут, Да. Но А другие модели есть, кроме квадрата? если брать новые, интегрированные уже, то есть не устанавливаемые в каретку моторы, там, если мне память не изменяет, что-то типа окталинка стоит. Ну это которые уже готовы. Нет, я имею в виду, Да. чтобы навесные были, а Навесные только под квадрат. квадрат. Там же еще обгонная муфта у него стоит. Да. Тоже еще одно слабенькое место, но пока, опять же, с учетом даже километраж не очень большой. Обгонная муфта, суть вот. Назад, а цепь на месте стоит. Потом телефон. Понятно. Слушай, а заряжает сколько батарейка? 5-амперной зарядкой порядка 2,5-3 часов. То есть вечером поставил, в принципе, можно через... Вечером и отключил, называется. Вечером Снял с зарядки. Надо как тест-драйв устроить. В Орехово поедем? Ну, можно попробовать, почему бы нет? Слушай, ну а что ты думаешь про заводские велосипеды с кареточным мотором? Пробовал на чем кататься? Да, мучил Мериду электрическую, я не помню, что там, то ли Bosch, то ли Yamaha стоит. И как?
Но это больше все-таки электровелик. То есть ощущения от мопеда нету. То есть это просто велосипед, который помогает ехать. Это велосипед, который помогает ехать. Он отлично вот, непосредственно в Алуште ребятами знакомыми используется в качестве туристических обзорных. Как бы две разные вещи, два разных продукта. То есть это не И это не велосипед уже. конкуренты. Да. Ну, собственно, я как раз об этом и говорю, что это уже получается ближе к мопеду. Как только появляется здесь ручка гашетки, это уже получается больше мопед. Ну и плюс у Мериды 250 ватт, наверное, был, да? Порядка 300, если мне память не изменяет. А здесь сколько? Здесь 750, но программный я уже разлочил до киловатт. Вот. Хорошему счету больше 250, в принципе, и не нужно. если это велосипед. Больше 500 смысла нету Он, ставить. наверное, просто козлить начинает в горку, буксовать. Потому что есть еще варианты моторов на втулке. Бионикс вам делает. Это опасная вещь. Ну, она совсем, наверное, не про велосипед уже. Это, во-первых, совсем не велосипед, во-вторых, конская неподрессоренная масса сзади, а отсюда вылезает очень неприятный нюанс. Выше 45-50 км в час он становится очень странно управляемый. И, ну, дело до трагического дойти может, то есть народ бьется регулярно. Это дешевле, Да, это дешевле, да. проще. То есть, соответственно, мы не вылетаем в износ цепи, меньше износ компонентов, там уже фактически все это цепляется на около мопедные рамы, но управляемость у него нулевая, по большому счету, на Слушай, высокой скорости. а вот такой еще вопрос. Если батарейку засунуть, скажем, в рюкзак, он будет более такой трейловый? Не было таких мыслей у тебя? Да нет, все как-то в кучку скомпонованное, вполне удобно. С рюкзаком больше усталость возникнет за счет того, что Сколько будет батарейка тянуть. весит? Честно тебе скажу, не вешал. То есть есть понимание, что где-то порядка там 27-30 килограмм вся конструкция весит, но точных замеров не было, то есть как бы не особо интересно было. Хотел спросить, насколько вообще тема электровелосипедов интересна, потому что можно сказать про другие решения, можно сказать про заводские велосипеды, их нюансы. Так что ставьте комментарии, если интересно, будем дальше тему продолжать развивать. На этом все. До свидания.